Здравствуйте, это Viva Telecom. И смотрите, давайте мы вернемся тогда вот к этим необычным антеннам сегодня и проверим их эффективность на радиостанции Baofeng. Сетап будет у нас следующий, то есть будет штатная антенна сначала использоваться на Baofeng 82. Далее вот это вот будет рамочная антенна использоваться от компании HIS, это вторая. Дальше антенна TW702 с наконечником со светодиодом, который загорается на передачу, тоже антенна. Всем понравилась. Посмотрим, что она из эффективности своей нам покажет. Далее вот такая забавная антенна надувная. Тоже есть отдельный ролик по ней на канале. Я на все эти антенны есть отдельные ролики. Я вам дам ссылки в описании видео на все. Ее подключим. Следующий, то есть раз, два, три, четыре, пятая антенна будет от Терика 501, то есть она в 400 МГц только, то есть от не 2D Терика, а от обычного РК-501. Антенна, она неплохо работает в 400 МГц, поэтому ее тоже используем. И последний вариант, шестой, это антенна от радиостанции Байкал-77, тоже которая идет штатно на 400 МГц, удлиненная, полволны. Так, по поводу КСВ, у них получается, сейчас я записал здесь, на этой частоте проверять будем на 433 МГц, будем принимать на TYT TH450 и количественно будем оценивать на анализаторе TinySA. У нас единица измерения как раз в ваттах, ну то есть чтобы количественная оценка была. Насколько сигнал принимается от разных антенн, различный уровень. Так, по поводу КСВ, штатная на этой частоте, на 433, 7125 мы проверяем. Штатная 1,5. Второй вариант DC-143, около двойки у нее КСВ на этой частоте, даже не около двойки, 2,8 у нее, да, 2,8. Третья антенна 702, 1,7 у нее, надувная около двойки, но здесь у нее это минимальная КСВ, то есть лучше у нее ни на какой частоте и нет. Далее от 501 станции 1,1, и вот эта новая антенна от Байкала 77 у нее 1,2 КСВ на данной частоте. То есть вот 6 вариантов сейчас проверяем. Приступаем тогда к передаче и замеру уровня сигнала на анализаторе. Так, давайте сначала проверяем штатную антенну тогда, которая идет с Baofeng UV82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка штатной антенны от Baofeng UV82. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка штатной антенны от Baofeng UV82. Так, теперь смотрим. Я картинки, естественно, с анализатора вам вставлю. Теперь вот эта вот забавная антенна. Посмотрим, что выдаст она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Передаем с антенны HIS рамочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с антенны HIS рамочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, далее. Антенна с огоньком, так называемая, которая светится, когда мы нажимаем на передачу. Вот этот окончание ее в том же самом месте передаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Передаем с антенны с огоньком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с антенны с огоньком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь забавная надувная конструкция антенны. Здесь надо аккуратней быть с самим антенным разъемом, потому что могут быть проблемы. Парусность довольно большая. Так, ты сними, чтобы было видно ее полностью. Вот такая антенна
огромная по габаритам. Смотрим, на что способна она. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 передаем с надувной антенны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выглядит, конечно, забавно, но посмотрим ее эффективность. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 передаем с надувной антенны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, держите вертикально, да, чтобы она не выломала вам антенный разъем. Ну или станцию лучше крутить. Так, теперь Терек 501, 400 МГц антенна. Обычная классическая антенна, пол длины волны на 400 МГц, около 40 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 передаем с антенны Терек HRK 501. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 передаем с антенны Терек HRK 501. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, и остался у нас один Байкальчик 77. Штатная антенна. Про КСВ я потом тоже расскажу тогда отдельно. Про каждую. Но, в принципе, у них у всех 1,5, 1,7 КСВ. Только вот у резиновой, к сожалению, около двойки. То есть у нее минимально КСВ такой, поэтому посмотрим. Так, передаем с Байкал 77 антенны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 передаем с антенны Байкал 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 передаем с антенны Байкал 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну все, а теперь смотрим результаты. Так, ну что, давайте подведем итоги. Специально мы вывели все в один график и в таблицу. И КСВ умножили на 100 для наглядности на графике, чтобы не было слишком маленькое значение, да, столбцов, ну, чтобы разница в столбцах была небольшая. Какие выводы можно сделать? Штатная антенна от Baofeng вполне нормально работает и имеет неплохой КСВ, то есть 1,5, да, на этой рабочей частоте. Но, скажем, антенны, которые имеют большую площадь излучения и настройку КСВ лучше, чем баофенговская родная антенна. Это, например, в данном случае классические антенны полуволновые от Терека и от Байкала. Они имеют близкий к идеальному КСВ 1,1 и 1,2. Мы получили значительное увеличение мощности принимаемого сигнала именно на этих антеннах, то есть 1800 нановатт мы получили на этих двух антеннах, и как видите, штатная антенна отработала во сколько? В 4 раза хуже, да, то есть 400 нановатт примерно. Надувная антенна тоже себя не очень проявила, с такой огромной длиной и с такой излучающей поверхностью она показала значение не очень. То есть, имея КСВ 2.0, мы получили 400 нановатт. Опять же, смотрите, анализатор спектра не очень у нас быстродействующий, при этом, поэтому пришлось приводить средние какие-то значения. Но вы сами можете оценить все-таки мощность, то есть, может быть, вы поспорите с нами, там значения какие-то не темы, да, взяли за среднее значение, но все равно наглядно получилось в любом случае. То есть, здесь не поспоришь, что, например, если сравнивать штатную антенну и антенну от Терека, то эффективность налицо, ну, то есть, просто там в несколько раз различия, поэтому тут все понятно. Ну что, на этом будем тогда заканчивать. У кого есть вопросы, пишите в комментариях, готовы ответить, ну или зрители тоже, я думаю, готовы пообщаться на эту тему. Подписывайтесь на канал. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.